Всем привет! В этом видео я хочу показать свой способ расчета оката при вязании вточного рукава. У меня связан один рукав, я сейчас вяжу жакет, и вот на примере этого жакета я покажу, как я рассчитываю окат рукава. Сам мастер-класс по этому жакету, он скоро будет на моем канале, когда я закончу его вязать. Но я решила сделать отдельное видео именно по расчету оката рукава, чтобы все могли рассчитать на свой размер. Потому что не все же вяжут на таком же количестве петель, с такой же пряжи, и размеры у всех тоже разные. И кроме того, чтобы в последующих видео, где я буду вязать такой рукав, я не останавливалась на том, как именно я делала расчет. В самом видео я уже покажу сам расчет, а как я его делала, то я покажу сейчас вот в этом отдельном видео. Сам расчет оката производится на половинке рукава, потому что обе стороны вяжутся симметрично. И на вот такой вот схемке я сейчас покажу, как я делала этот расчет. Вообще сам смысл этого расчета состоит в том, чтобы вот эта часть оката рукава вошла в пройму. Вот у меня готова спинка и полочка, на которой уже готовая пройма. И нужно правильно рассчитать так, чтобы в эту пройму четко вошел этот окат. Итак, давайте начнем. По пройме у меня в высоту провязано 86 рядов. В высоту 86 рядов. Это количество рядов полностью, в нем и лицевые, и изнаночные ряды. Нужно разделить на 2, чтобы определиться, сколько кромочных по краю у нас проймы. Получается 43 кромочных у меня. То есть 43 двойных ряда. Я их буду называть двойной ряд. Один лицевой, один изнаночный – это один двойной ряд. То есть с краю образовывается только одна кромочная. Дальше нужно измерить ширину вашей руки в верхней части. У меня обычно на эту часть я оставляю, если считать не пополам, а полностью, от 5 до 8 сантиметров в зависимости от того, насколько я хочу, чтобы был в верхней части широкий рукав. В среднем 6-7, чаще всего я оставляю сантиметров. Чтобы определиться, сколько оставлять этих кромочных петель, вам нужно положить ваше изделие плечевым швом. Вот получается шов по плечу, и вот здесь у вас верхняя часть руки. Определяйтесь вот здесь вот сколько сантиметров. Вот я для себя в этой модели оставила 7 сантиметров и посчитала, что в 7 сантиметрах у меня 12 кромочных, то есть от плечевого шва в каждую сторону по 6 кромочных петель. Так как я рассчитываю по половину только рукава, то я себе здесь записываю, что в верхней части у меня остается 6 кромочных. Дальше нужно рассчитать, сколько же петель в этих 7 сантиметрах. В любом месте или в образце, или где-то считаете, сколько петель у вас в этих 7 сантиметрах. Уже даже не в 7 считаете, а в 3,5, потому что мы рассчитываем половину. У меня на эти 6 кромочных приходится, по моему расчету, по моему образцу, 9 петель. Дальше. При вывязывании проймы я закрывала петли следующим образом. 5, потом 4, потом 3 и так далее. Вот эти первые 3
5, 4 и 3 я буду закрывать точно так же в начале рукава. Закрою 5 петель, потом 4 петли и 3 петли. Получается, это 6 рядов. То есть мы закрываем 5 петель с этой стороны, 5 петель с этой. То есть один двойной ряд, точно так же. 4 петли с этой, провязываем лицевой ряд, в начале изнаночного ряда закрываем 4 петли, еще один ряд, также точно 3. Значит, здесь у нас получается 3 кромочные. Дальше. Для того, чтобы рукав верхней части был закруглен, а не вот так квадратом шло верхняя часть, вот здесь я обычно закрываю по 2 петли, 2 раза по 2 петли. 2 петли один раз и 2 петли второй раз. И на них у меня остается еще 2 кромочных. То есть на верхнюю часть я оставляю 6 кромочных и эти 2. То есть всего 8 кромочных петель. Дальше. Осталась средняя часть. Средняя часть – это часть, в которой убавление производится по одной петле. Теперь нужно рассчитать, сколько здесь осталось у нас рядов и сколько нам нужно убавить петель по одной. Для этого нужно сделать расчеты. Значит, по петлям у меня в моем рукаве по всей ширине 106 петель. Значит, в половине у меня 53 петли. Теперь давайте рассчитаем. Возьму калькулятор. 40, от 43 вот этих кромочных нужно отнять 8 кромочных. Так, сейчас я отодвину, не видно. Отнимаем вот эти 8 кромочных, которые мы уже рассчитали, и отнимаем вот эти 3. У меня это получилось так 32 кромочные. Значит, вот эта часть у меня будет 32 кромочные петли. 64 ряда здесь будет провязано. Можно сразу это отметить, так как для расчета это нужно будет. Дальше осталось определить, сколько петель мне нужно убавить в этой части. Для этого вот эти 53 петли я отнимаю первые петли, которые 5, 4, 3, это у меня 12 петель. И отнимаю верхней части петли, которые я уже рассчитала. Это 4 и 9, это 13. И получается 28 петель. Вернее 28 петель мне нужно убавить за 64 ряда. То есть за 32 двойных ряда, лицевой и изнаночный. По одной петле я всегда убавляю только в лицевых рядах. Изнаночный провязываю без изменения. То есть одну петлю в начале ряда, одну петлю в конце ряда. Но так как 28 петель это меньше, чем 32 двойных ряда, получается 32 минус 28, 4 раза нам нужно в лицевом ряду провязывать без убавлений. Это обычно делается в середине. То есть начинается убавление отсюда, потом в середине вот эти 4, как у меня получилось, будут лицевых ряда без убавления, дальше опять в каждом лицевом ряду до вот этой части. Если вы можете рассчитать это в голове, рассчитывайте в голове. Я обычно
делаю это вот таким способом, так, как я показывала, как я рассчитываю V-образную горловину. Я написала эти ряды себе. Здесь уже, почему с 7-го ряда, получается, здесь уже 6 рядов у меня будет провязано, и по одной петле я начну убавлять с 7-го ряда. Даже давайте так, сразу начнем расчет. Начинается вязание, естественно, вот от этой точки. В первом ряду убавляем, закрываем, вернее, 5 петель, довязываем ряд до конца, во втором ряду, в начале изнаночного ряда еще 5 петель. Поэтому пишу первый, второй ряд, 5 петель. Дальше идет 4. Третий, четвертый ряд, 4 петли. Также точно в начале ряда лицевого и в начале изнаночного. Пятый, шестой ряд, по 3 петли. Вот 6 рядов провязано. Дальше по одной петле начинаем с 7-го ряда. С 7 по, теперь нужно посчитать, 6 петель провязано, и здесь 64. 6 плюс 64 получается 70. То есть с 7 по 70 ряды нужно убавить по одной петле 28 раз. И теперь вот то, что я начала показывать. Чтобы рассчитать, в каких рядах не убавлять, я делаю так. 28 петель. Сначала начинаю через ряд отмечать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И дальше начинаю заполнять с краев. 16 у меня получилось. Дальше 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Все. И теперь те ряды, которые остались пустыми, это как раз те, вот у меня и получилось. 1, 2, 3, 4 ряда. Я записываю, что с 7 по 70 ряд я вяжу, убавляя по одной петле в каждом лицевом ряду. При этом в 33-м, в 37-м, в 41-м и в 45-м я не убавляю петли. И все. Дальше. По 70 ряд провязали, осталась вот эта третья часть. Здесь 2 петли будет закрыто, значит 2 петли с одной стороны в лицевом ряду и 2 петли со второй стороны в изнаночном ряду. По 70 ряд мы провязали, дальше у нас идет 71, значит 71 и 72 ряды мы убавляем 2 петли. Дальше 73, 74, еще 2 петли. Вот это вторая двоечка, которую я рассчитала. И в конце у меня остается для закрытия 9 петель. Значит, эти 9 петель с одной стороны и 9 петель, которые у меня получатся со второй стороны, всего это 18 петель. Я их закрываю подряд. Закрыть 18 петель. То есть вот, наглядно показываю по своему расчету. Вот я закрывала 5 петель, 4, 3. Дальше пошла по одной, по одной, по одной. Закрыла 2, 2 и подряд 18 петель. Все, окат получился той формы, которой он должен быть. В интернете вообще очень много вариантов расчета этого оката, но смысл его в том, что в начале всегда именно цифровое значение чисел, оно идет на уменьшение, в конце на увеличение.
Это понятно, я думаю, по форме самого оката. Я показала именно свой вариант. Такой вариант расчета у меня никогда меня не подводил ни разу, и всегда такой расчет такого оката четко входит в мою пройму. Может быть, поначалу вам покажется этот расчет не очень простым, но я считаю, что это самый простой, вот для меня это самый простой такой расчет. Я думаю, здесь никаких сложностей не должно возникнуть. Потом, когда вы связали рукав, в верхней части определяете серединку. Эту серединку совмещаете, так, сейчас положу так, с серединой шва по плечу. Вот так совмещаете и дальше пришиваете. Любым удобным для вас способом. Я обычно соединяю детали крючком по кромочным петлям. Совмещаете. Я просто хочу, почему показываю, что у меня вот четко входит этот окат в мою пройму. Если вы вяжете, например, мужскую модель, то обычно вот здесь оставляют больше. Для женщин всегда меньше оставляют. Для мужчин, чтобы рукав в верхней части был более широкий, просто оставляете больше. Но это все, как я сказала, уже достигается путем расчета. Начинаете вы именно с расчета вот этой верхней точки, потом начало вязания, которое повторяет те убавления, которые были на пройме, и середину высчитать. Очень просто, отнимая эти показания. Ну вот, это, пожалуй, все, что я хотела рассказать в этом видео. Я пробовала разные способы расчета оката рукава, но этот способ я, если можно так выразиться, вывела для себя опытным путем и часто его использую. Надеюсь, что мой способ понравился и вам. Если кому-то он пригодится, будет хорошо. На этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр и до новых видео.